В этом видео я покажу, как можно декорировать бутылку в морском стиле. Вначале я буду работать в технике, известной как обратный декупаж, и для этого воспользуюсь распечаткой. Она выполнена на струйном принтере на фотобумаге. Вырежу ее, оставляя небольшие поля по контуру картинки. Сниму с нее слой белой бумаги. Для этого наклеиваю с обратной стороны скотч, а потом снимаю его вместе с частью листа. Теперь вырежу картинку по контуру. В обратном декупаже картинка наклеивается с обратной стороны прозрачной поверхности. Вот так. Опасаясь, что на стекле могут остаться разводы от клея или лака, если смазать им непосредственно поверхность бутылки, я решила вначале как следует смочить распечатку водой, а потом сверху положить клей. Благодаря тому, что часть бумаги удалена, распечатка стала более пористой и лучше впитывает влагу. Она пропитается водой с клеем и прилипнет к бутылке. Как следует смазываю клеем ПВА, стараясь, чтобы распечатка неподвижно держалась на бутылке. Теперь втираю клей пальцами и как следует прижимаю распечатку к стеклу, выгоняя от центра к краям оставшиеся пузыри воздуха. Пройду пальцами по всей поверхности, чтобы убедиться, что картинка полностью прижата к бутылке. Часть бумаги сходит, и нужно быть осторожной, чтобы не скатать весь белый слой и не порвать размягшую от воды и клея бумагу. Окрашиваю белой краской, чтобы картинка смотрелась ярче и сочнее. Крашу точно по контуру, не выходя за пределы бумаги. Картинка хорошо приклеилась и смотрится прекрасно. Но пустое дно выглядит не очень красиво. Так что я окрашу дно и другие участки рядом с картинкой синей краской. Окрашу и поверх распечатки, создав цветную основу для будущего декора. В обратном декупаже следует помнить, что если вы хотите что-то поменять в фоне, вы не можете нанести краску сверху, придется соскабливать краску и рисовать снова. А лучше сразу стараться красить так, чтобы потом не переделывать. А я вот подумала, что стоило бы добавить светлых пятен на верхней части бутылки, чтобы переход от картинки к фону был не таким резким. Я удаляю краску на небольших участках и окрашиваю сверху светлый в тон картинки. Теперь приступаю к декору. У меня есть красивые ракушки, которые я даже покупала когда-то. Ракушки, которые я насобирала на улице, обломки ракушек, раковины улиток и небольшие камешки. Начинаю приклеивать ракушки с помощью термоклея. Я решила, что эта ракушка закрывает внутреннюю картинку, так что я ее удалю. Для создания узора на задней стороне бутылки я использую старую марлю. Приклеиваю ее на универсальный клей.
И снова ракушки. Покрываю пространство между ракушками универсальным клеем. Выбираю самые мелкие камушки и насыпаю их на клейкую поверхность. С помощью салфетки создам еще один вид рельефа на поверхности бутылки. Окрашу стекло между камешками. Окрашиваю все ракушки серебряной краской. Когда высохнут, покрываю лаком. Теперь придам ракушкам цвета. Я достала совсем старые акварельные краски. Ими распишу ракушки. Окрашу марлю. Когда все высохнет, пройдусь сухой кистью с серебряной краской.
Добавлю еще цветных акцентов. В этом деле трудно остановиться. Таким же образом декорирую и крышку. Добавлю блеска и бутылки, и крышки. Покрываю всю бутылку акриловым лаком. Смачиваю ватную палочку в растворителе и смываю со стекла случайные мазки краски и следы клея. Если нужно, аккуратно соскабливаю ножом. Бутылка почти готова. На задней стороне улиточный домик продавился, так что мне пришлось его удалить и наклеить ракушку. Окрашиваю ее, как и все остальные, а затем покрою лаком. Вот теперь бутылка готова.